Ну, что мы сейчас будем делать? То есть мы сейчас хотим создать новую систему, такой Бионет-клуб, грубо. Я сейчас как бы так, не обязательно, что именно так будет. Может быть, это что-то будет по-другому. То есть сейчас у нас появилась технология, когда мы можем делать трансляцию, например, на человека, на машину, на телевизор, там, на компьютер, на смартфон. Да? То есть понятно, что это не такое же, не то же немножко, чем когда у нас там светлица в руках. Потому что, ну, тут как бы связь более сильная. А когда мы делаем трансляционную связь, вот там по идентификатору, то есть что такое берется идентификатор? Ну, фамилия, имя, отчество, дата рождения, ну, и хорошо бы еще какой-нибудь там, ну, или электронная почта, например, вот берется, да, то есть и через вот этот идентификатор транслируется структура, оформляется эта связь. Что происходит при этом? Да? То есть появляется возможность связи через создание дополнительных сетевых связей, так как это будет не одиночное, как бы, это будет множество людей, которых соединяться будут через вот такое взаимодействие, то у нас как бы образуется локальная сеть, да? Локальный бионет, который мы прокачиваем на вот эту вот вертикальную связь с миром биоинтернета. И тем самым мы формируем некое сообщество людей, которые начинают организовывать какие-то общие взаимодействия для того, чтобы проявить в себе вот эти вот световые качества Творца. То есть в конечном итоге как бы научиться людям всем заниматься творчеством в той или иной сфере. Не обязательно, это что надо бросить ту работу, которой я занимался, и теперь заняться вот чем-то таким, там, стихи писать там, или еще что-то такое. Ну, кто-то в стихах будет, у кого-то в художественном творчестве, у кого-то, но и в любом деле, если делать его хорошо, всегда можно найти творческое начало и начать его проявлять. То есть это опять же, вот возвращаясь к той притче, о которой мы уже неоднократно говорили, притча о каменотесах. Такая в интернете, если наберете, ну, там у вас вывалится несколько вариантов этой притчи. Суть в чем? Что когда обратились к рабочим, которые строили церковь, которые таскают там тачки с кирпичами, с песком там и так далее, и спросили их, что вы делаете тут? У одного спрашивают, что ты делаешь? Ну как, что, не видите, что ли? Ну тачку везу, ну что ты, как непонятно. Второй спрашивает, ты что делаешь? Ну как, ну вот работаю тут, я деньги зарабатываю, у меня семья, дети, там, вот, тружусь. Третьего спрашивает, а ты что делаешь? Он говорит, а я строю храм. То есть, как бы, у человека другое видение, как бы, да, то есть, процесса, в котором он участвует. Отсюда понимание, что он, действие то же самое, что он делает, да, но он его видит как бы совершенно с другого ракурса. Он, например, может увидеть, где сейчас нужны кирпичи, не из команды, там, чтобы кто-то там из прорабов сказал, так, здесь наложил и побежал туда. Нет, он уже заранее, ага, вот там уже кончились, я вижу, смотрю, там заканчивается, надо срочно сейчас вот это отвезти, это туда, это сюда. И он сам начинает организовывать свою деятельность так, чтобы сделать ее максимально эффективной с точки зрения общего дела, а не с точки зрения локально той цели, которую он себе поставил. Также вот вы делаете любое дело, и вы его делаете для чего? Для того, чтобы проявить вот это в себе Творца. Вы творите, вы сотворцы этого мира. Но если вы сотворцы, тогда вы это делаете, любое дело делаете как сотворцы. И вот это на самом деле не так просто. Так кажется, что вот я сейчас возьму себе, скажу, что я делаю там. То есть рутина засасывает, и мы закатываемся, что вот опять тут надо посуду помыть, надо пол помыть, надо что-то постирать, там столько всяких дел. Вот, дети еще кричат там и так далее, то есть как бы масса всяких хлопот, вот, какие там высшие цели, какие там достижения. Но если потихонечку сознание вот это свое менять, что все, что мы не делаем, мы тем самым себя развиваем в этом мире для того, чтобы вот потом, возможно, нам это пригодилось, ну все, тогда мы уже движемся к этой цели. Мы намерение поставили, так или иначе мы к ней придем. Если мы не ставим эту цель и задачу, ну, значит, у нас мы как бы вот делаем, пилим гирю. Пилим гирю, потому что нам это сказали, что если мы ее распилим, там будет золото. А что нас где-то кто-то обманул,
в этом плане, да, то есть мы как-то и не рассматриваем этот вариант. То есть, на самом деле, это светличная структура, то есть, возможно, что, может, даже вы ничего никаких ощущений не будет, ну, просто это будет проявляться уже вот в повседневных делах, как что-то там более успешно что-то прошло, меньше каких-то напрягов где-то произошло. Да, но дальнейшее какое развитие? А там дальше у нас еще будут какие-то в этом Бионете платные аккаунты, когда можно будет еще людей дополнительно подключать, можно будет больше там количество устройств подключать. Да? То есть что дает нам подключение устройств? Это формирование среды. То есть вот компьютер, например, да, вот, который стоит перед вами. Да? То есть, ну, можно лад приклеить к нему, можно еще что-то, да, то есть, ну, когда мы, непосредственно на него структуру делаем, что происходит? Ну, он становится более надежным. Меньше оттуда же к вам поток идет информационный из этого интернета, который вы туда заглядываете. Там всякое есть в этом интернете. Там уже какие-то структуры, которые там живут в этом интернете, энергоинформационные, своей жизнью, которые потихоньку проявляются на человеке. Значит, важно, чтобы они тут фильтровались и не влияли на человека. Ну и одновременно компьютер становится более эффективен, там меньше, будет реже ломаться. То же самое касается там автомобиля, то же касается смартфона, да, то есть